стены между окон висит картина. К картине я не имею никаких претензий, я просто от нее в восторге. Это старая вышиванка. Я приобретала много таких вышитых картин. Мне они очень-очень нравятся, украшают, конечно, стены домика моего. И вот старые часики, которые ходики, кукушка остались от прежних хозяев, тоже добавляют такой аутентичности. Но я решила заменить картину, потому что мне не очень нравится рама. Это современная такая рама. Я бы хотела другую раму для этой картины. И вообще хотела бы, наверное, сделать из нее красивую подушку. К тому же у меня есть ткань хлопчатобумажная, такая сероватая. И я сделаю подушку, а в эту раму я помещу другую картину. Сейчас сделаю эту картину, переставлю, в эту раму, и вы посмотрите, как будет выглядеть с этой картинкой. Вот такой вот и вид издалека. Так вот смотрится. Друзья, всем привет! Сегодня снова жаркий год, снова я решила заняться чем-то полезным, преображением. Мне нужно покрыть маслом, которое я купила. Я вам показывала это масло. Это минеральное масло, пищевое. Им можно обрабатывать деревянные доски, деревянные поверхности столов. В общем, все что угодно. Вот. И это масло, написано вазелиновое, пищевое, 100%. Оно действительно реально без всякого запаха. И я уже даже попробовала чуть-чуть вот здесь вот смазать, потому что, видите, у меня этот шезлонг, он уже стал портиться. Трещинки от влаги, потому что он стоит на улице, и мне его нужно сохранить от таких перепадов температур. Видно, она вся влажная. Поэтому даже если я шезлонг отодвигаю подальше к стене, все равно оно мокнет. И сырость, влажность большая. Они выросли на куче гравия буквально. Это была такая красивая шапка этих розовых пышных цветов. Мне очень нравятся красные вазочки, но поскольку у меня эта бутылочка была белого цвета, я придумала вот подкрасить воду, плюс какие-то минеральные вещества, которые мне помогут этим цветочкам дольше сохраняться. Буду аккуратно ветошью наносить. Вот. Единственное, что там было написано, что нужно немножко зашкурить. Но у меня здесь нечего шкурить, у меня здесь все абсолютно гладкое. Ну да, можно шкурочкой чуть-чуть пройтись. Вот, может быть, вот пару досок я пройду шкурочкой, а вот те самые светлые части можно уже начинать красить. Я открываю все форточки, чтобы устроить сквозняк, чтобы было не так душно и жарко. В характеристиках к этому маслу было написано, что после покрытия нужно дать высохнуть, и эффект будет вот такого мокрого дерева. И не будет такая вот уже как бы зазубренность, шероховатость, будет такой несколько глянцевый вид изделия.
году у меня на удивление много малины, потому что предыдущие 2 или даже 3 года погода была более засушливая, и малина болела. Кроме того, ее поражали вредители. А в этом году, ранней весной, мы опрыскали весь сад. И стало гораздо меньше насекомых. Ну, поэтому, видимо, и урожай. Я покрасила еще остатками эти 2 детских стульчика. Они старенькие, но тоже я их очень люблю. Вот, друзья, вот такой результат. Оно высохнет. Можно его потом через какое-то время еще подкрашивать. Думала, оно у меня уйдет полбутылки, но получилось. Получилось так, что вышло очень малый расход. И я даже думала, что еще покрасить. Чуть-чуть я растратила, граммов 80. Вот. И поэтому можно было чуть-чуть и больше, и гуще, можно было кисточкой. Но тогда пришлось бы снимать остатки. А сейчас вот мне не надо ничего снимать. Я уже вижу, я уже чувствую, что какая стала древесина, она совсем стала другая, блестящая. Такая. Сегодня буду собирать малину. Вот, я уже говорила вам, что в этом году у меня на удивление много малины, и я даже буду варить варенье, чего не было в течение 2-3, буквально даже 3 сезонов. Я не могла снять столько малины, чтобы сварить варенье. Погода для сбора ягоды сегодня солнечная, и ягоды тоже на удивление чистые, без повреждения червячками. Хорошие ягоды, я очень довольна урожаем. Котикам очень нравится то, как я выбираю малину. Они обожают, когда я что-то делаю, особенно вот когда я чем-то, какие-то звуки, шелест, какие-то веточки, какое-то шуршание. Вот, они это обожают. И были практически все время, во время снятия ягод, со мной в саду. Пока сегодня с самого утра Сергей косит, мне нужно быстренько сварить варенье, разложить их по банкам, приготовить завтрак. Я купила новый фартук и вам его демонстрирую. Фартук мне нравится, единственное, что он по длине может быть не совсем мне подходит, нужно его немножечко в талии приподнять. Данику не нравятся звуки косилки, и он попытался спрятаться на печке наверху в своей любимой коробке. Я снимаю пену, и пока варенье варится, я решила выпить свой любимый зеленый чай. Вот. Но за ягодой, которая варится, нужно постоянно присматривать, чтобы она не выкипела, чтобы она не пригорела. Вообще ягоду нужно постоянно помешивать, чтобы она равномернее варилась, чтобы ягодки были равномерно сваренные. Я подсмотрела у своей одной приятельницы более старшего возраста, как она собирает пену к серединке, и пытаюсь повторить этот ее опыт. Напишите, друзья, как вам понравился мой, не понравился новый фартук. Я решила подобрать к баночкам крышки
со специфическими ягодными мотивами, с рисунком ягодным. У меня там были разные крышечки, но я их оставляю на потом. Я, возможно, буду еще лечо делать. И я отыскала как раз 5 таких крышечек, на которых изображены ягодки. Некоторые крышки нужно просто выбросить. И вот я нахожу вот такие красивые ягодные крышечки. Из своего опыта варки варенья я поняла, что лучше наливать варенье до середины в банке, а потом добавлять, чтобы не получилось так, что слишком жидкие части варенья будут в одной банке, и в другой будут более густые. Мне, наверное, нужно было взять кастрюльку побольше, чтобы не стерилизовать банки в 2 приема. Но у меня такая плитка, что, вероятнее всего, такая кастрюлька здесь не совсем у меня получится ее установить. Этот момент мой самый любимый, когда я наливаю уже варенье. Я купила новый фартук.
Вот, и как его одевать, пытаюсь разобраться. Не сразу сообразила. Ну вот, кажется, получается. Единственное, что, видимо, он не совсем мне по росту. Ну, так, в принципе, неплохо. Мне нужно снять пенки. Запах стоит на кухне просто волшебный. Пока Сергей косит, я хочу сварить и разлить по баночкам.